Всем доброго вечера. Перед вами Ситифуку Джин. Так называют японцы семерку богов, которые когда-то в древности на корабле Такарабуне, что в переводе означает «корабль сокровищ», доплыли до берегов Японии, и им так понравилось то гостеприимство, с которым люди их приняли, что они решили поселиться, остаться в Японии и помогать народу Японии. Ну и не только народу Японии, позже и другим народам, как показало время. Потому как обращение к этим богам счастья стали повсеместны, и во многих домах людей, которые интересуются мифологией, теологией, вы можете встретить тот самый корабль Такарабуне и боги, которые плывут на этом корабле. У меня тоже есть такая фигурка, но она в Москве как-нибудь привезу, и, может быть, с ним тоже проведу работу, покажу вам. Немного хочу вас ознакомить с этими богами, кто они, что они себя представляют и какие у них функции. Но прежде хочу вам сказать, что вначале, если вы хотите понять немного древнюю религию, магию японцев, посмотрите мою лекцию, видеоролик «Синтуизм». Потом я вам подарила заговор призыв ками, духов на японском языке. И сказала вам, откуда этот заговор у меня. Еще раз скажу, что наша с вами соотечественница, она замужем за японцем, и бабушка этого человека занималась магией. После нее остались тетради, расписанные всякими разными заговорами, рецептами снадобий. И она просто написала русскими буквами некоторые работы и отправила мне. И среди них вот этот заговор в том числе, который применяется именно для призыва богов счастья. Я, естественно, дополнила ритуалом, и мы сегодня с вами вместе проведем. Если у вас будет желание где-либо приобрести 7 богов счастья, это известные персонажи, их найти нетрудно. Они выполняются из разного материала, из искусственного камня, из настоящего камня. Находящиеся на корабле или в таком обличии, образе, без разницы, вы можете в любом случае у себя дома держать эти фигурки, если у вас есть желание. Но ритуал вы можете провести и без фигурок. Если кто-то посещал Японию или изучал японскую культуру, могут в этих фотографиях местности Японии увидеть иногда подобных богов, изваяния богов, и рядом лежит огромное количество мелочи. Оставляют, жертвуют богам. Если вы дома будете, ставить их фигурки, то желательно, чтобы постоянно перед ними были деньги. То самое, что они будут притягивать в вашу жизнь. Однако они не просто боги удачи, они называются боги счастья. То есть они приносящие и победу, и успех, и умиротворение, и спокойствие. Некоторые из них не японского происхождения. Но в основном они имеют происхождение, естественно, японское. Но некоторые
некоторые пришлые боги. Ну, например, Бензайтен. Ее еще называют Бене. Она Сарасвати. У нее есть народный инструмент. Она покровительствует водоемам, она покровительствует музыке, искусству. Ну, собственно говоря, функции Сарасвати. Она пришла из индуизма в пантеон японских богов. Другой бог Писямунтен. Изначальный, первоначальный, да, то есть источник, откуда взято это божество, он утерян. И многие полагают, что этот бог-воин, да, Бисямунтен, он пришел из монгольских, из тенгриства, то есть из монгольской мифологии, теологии, потому как напоминает монгольского воина больше, чем японского самурая. Однако он покровительствует воинскому духу, и не обязательно, чтобы человек по профессии был солдат, воин. Достаточно, чтобы он был смел, и в нем был этот воинский дух, которому, собственно, покровительствует этот бог и помогает этому духу обрести, то есть достичь своей цели. Итак, давайте немного расскажу вам. Значит, Бисямунтен, бог-воин, покровительствует воинам, сильным людям, целеустремленным людям, людям-лидерам. Богиня Бензайтен. Они немножко по-разному называют. Где-то Бензай, где-то Бене. Но в любом случае это зависит от наречия. Есть северная там часть Японии, да, южная часть, островная, островной язык японцев. Немного отличаются как наречия, но это сути не меняет. Покровительница водоемов, музыки, искусства, но она очень ревнива. Считалось, что она иногда проявляет милость и помогает бездетным парам родить ребенка, но супруги должны отдельно просить у нее ребенка. Если они вместе будут просить, она их рассорит, и они расстанутся. Она ревнива. Не любит, когда вместе подходит, не любит, когда пары вместе проявляются перед ней. Поэтому учтите, что если ваш супруг, например, тоже обращается к древним силам, то пусть это он делает отдельно, без вас, если он обращается именно вот к этому божеству, собственно говоря. Хотя не думаю, что, не зная, каким образом они это будут делать, но на будущее, если будет и такая работа, например, данная ей, да, отданная, то есть этой богине, потому что поскольку она помогает родить детей, то, естественно, от бесплодия она может помочь. И есть к ней обращение, все по порядку, постепенно, невозможно сразу все отдать и подарить. Но на будущее, на всякий случай, предупреждаю. Дайкоку. Улыбчивый бог, который держит в руке рыбу. Считается, что в одной семье родился ребенок без рук и без ног. И родители решили отдать этого ребенка богам, отпустить в море, чтобы он утонул. А он вышел оттуда с руками и с ногами. И оказалось, что внутри него воплощение бога процветания. Рыба – один из основных продуктов японского крестьянства и не только. Рыба, вообще морепродукты, да, море кормило Японию всегда. И для японцев это и есть процветание, если море щедро награждает и дает пропитание ему и его семье, естественно. Поэтому он с рыбой в руке. Рыба вообще символ благополучия, символ
процветание именно вот эти большие статуэтки рыб продают. Это тоже отнесли к традиции фэн-шуй. И рыба должна плыть, и учтите, хвостом она должна находиться к двери, а головой к вам. То есть она должна плыть оттуда и приносить удачу в дом, а не наоборот, а не уносить. Это тоже важно. Поэтому некоторые, увлекаясь фэн-шуем, например, могут навлечь на себя беду, потому что символы фэн-шуя, они должны быть изучены, прежде чем их применять в своей жизни. Дальше. Хатей, веселый бог благополучия и благодушия. И он всегда изображается с мешком. Но хочу вам сказать, что Хатей, он не всегда носитель благополучия в мешке. То есть он двоякий бог. Нет, он приносит деньги и благополучие, но желательно, чтобы он свой мешок не открыл и чтобы вы его не обидели. Потому что некоторые скажут, как не обидеть. Ну, имеется в виду, что намеренно разбить статуи, например, если вы приобрели, или сквернословить, или посмеяться над статуями богов. Это все обида наносится, да, это все запоминается ими, и наказание может быть суровым. Так вот, считается, что если 300 раз протереть животик Хатей, то сбудется желание. Не знаю, не слышала о том, чтобы кто-нибудь так делал, и его желание исполнялось. Ну, по крайней мере, это такая древнее такое поверье. В этом мешке он носит и человеческие слезы, и бедствия в том числе. Если человек недостойно себя ведет с богами, то этот мешочек может принести ему несчастье, а совсем наоборот. Далее. Дрюродзин, так называется бог долголетия и счастья. Это старик с вытянутой головой, который дарит душевный покой. Считается, что у него есть сады сиреневые, и он в своих палатах сидит, обнявшись с молодыми красавицами. Собственно говоря, для него благополучие и есть мудрость, спокойствие, безмятежность и прочее. Эбису, бог счастья, который приносит человеку то счастье, которое он заслуживает. То есть имеется в виду, что он справедливый бог счастья. То есть он просто так не раздаривает это счастье. Это счастье нужно заслужить, это счастье нужно выстрадать. Знаете, я вспоминаю фильм, наверняка все помните советский фильм, «Шахерезада». Замечательный фильм. Насколько я помню, и узбек фильм, и таджик фильм, по-моему, они совместно тоже снимали. Так вот, когда башмачник Маруф и Эсмигюль в конце концов соединились и поженились, и он сказал старику, вот почему нужно было столько пройти, чтобы соединиться с любимой душой? Неужели нельзя было сразу же? Он сказал, нельзя было сразу же. Ты должен был заслужить эту любовь. То есть, понимаете, счастье и прочее, но это нужно заслуживать, чтобы получить это счастье. Нужно к этому идти, нужно хотеть, нужно для этого прилагать какие-то усилия, а не ждать, чтобы за тебя все сделали. Далее. Да, в принципе, я все сказала. Насколько... То есть перечислила всех богов. Теперь я прочитаю на японском языке. Если кто-то знает японский, прошу строго не судить, поскольку я не обладаю японским языком. Могу ударение поставить не туда. Но, в принципе,
как она мне отправила, то есть прочитала голосовое, да, я, собственно, поняла суть и точно так же постараюсь вам передать правильную речь. Читать нужно 7 раз. И здесь просится 7 составляющих удачи. Это богатство, процветание, счастье и прочее. 7 раз нужно читать. Вы можете после убрать с алтаря, но их поставить в такое почетное место красивое. И постарайтесь рядом, чтобы всегда находились монеты. Если у вас нет этих статуэток богов, вы можете начитать это просто над своими украшениями, просто сделать красивый алтарь и начитать. Просто читать над своим кошельком. Это, в принципе, заговор, но его можно применить и как ритуал. То есть вот таким образом. А если вы приобретете их статуэтки, поставите где-нибудь дома, и будет у них место, такой маленький алтарь, да, вы можете подходить время от времени, просто начитывать им 7 раз этот заговор. И в скором времени вы увидите и удивитесь тому, что ваши финансы начнут постепенно идти в гору. Вам станет легче. Лучше стараться проводить различные ритуалы, знаете, в таком комплексе, даже пусть различных народов. И это все, одно другому помогая, вам помогут пробиться в этой жизни, подняться и добиться своей цели. Итак, начинаем. Ватасиное ни кинасай, ситифукудзин, эбису, бензайтен, дайкоку, бисямонтен, хотей, тюрёдзин, фукуркудзю, исоникурасо, кифусуру, кин, гин, окане, томи, коуно, сиавасе, кенко. Содеаримасу ио ни. Ватасиное ники насай. Ситифукудзин, эбису, бензайтен, дайкоку, бисямонтен, хотей, тюродзин, фукуркудзю, исоникурасо, кифусуру, кин, гин, окане, томи, коуно, сиавасе, кенко. Содеаримасо ио ни. Ватасиное ники насай. Ситифукудзин, эбисо, бензайтен, дайкоку, бисямонтен, хотей, тюрёдзин, фукуркудзю, исоникурасо, кифусуру, кин, гин, окане, томи, коуоно, сиавасе, кенко. Содеаримасу ио ни. Ватасиное ники насай. Ситифукудзин, эмису, бензайтен, дайкоку, бисямонтен, хотей, тюрёдзин, фукуркудзю, исоникурасо, кифусуру, кин, гин, окане, томи, коуно, сиавасе, кенко, содеаримасу ио ни. Витасиное ники насай. Ситифурукудзин, эбису, бензайтен, дайкоку, бисямонтен, хотей, тюрёдзин, фукуркудзю, исоникурасо, кифусуру, кин, гин, окане, томи,
Коуно сиавасе кенко содеаримасу иони. Ватасиное ники насай. Ватасиное, извиняюсь. Ватасиное ники насай. Ситифукудзин. Эбисо бензайтен. Дайкоку бисямонтен. Хоте тюрадзин фукуркудзю. Исаникурасу кифусуру. Кин гин окане томи. Коуно сиавасе кенко содеаримасу иони. Ватасиное ники насай. Ситифуку дзин. Все. Ватасиное ники насай. Ситифуку дзин. Эбисо бензайтен, дайкоку, бисямонтен, хотей, тюродзин, фукурукудзю, исанукурасо кифусуру, кин, гин, окане, томи, коуно, сиавасе, кенко, содеаримасо, иони. Последний раз читаю, иначе я сейчас опять, то есть сама начну говорить усия. Итак, ватасиное ники насай, ситифуку дзин, эбисо, бензайтен, дайкоку, бисямонтен, хоте, тюродзин, фукуркудзю, исанокирасо, кифусуру, кин, гин, окане, томи, коуно, сиавасе, кенко, садеаримасо, иони. Вы знаете, что японцы говорят, что они свой язык получили от жабы. Поэтому их язык такой урчащий, квакающий, как у жабы. Желаю всем удачи, и пусть боги и духи всех народов мира покровительствуют и помогают вам. И чем больше богов, чем больше сил мироздания будут вам помогать, тем лучше пойдут ваши дела. И тем лучше жить будет в этом мире. Всем удачи!